Сегодня мы разберем 353-ю главу манги Черного Клевера, где произошла, ну прям такая ситуация, что позавидовать главному герою может каждый уважающий себя человек страны восходящего солнца. Но помимо этого было несколько очень интересных разговоров, которые намекают на продолжение раскрытия истории Ями и не только. Об этом сегодня и поговорим. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 353-я глава манги Черного Клевера, переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. После такого эффектного окончания боя с уничтожением пятиглавого дракона, Зетен Асты разорвал небесную пелену над страной Хина. А то есть, наша теория о том, что ГГ продемонстрирует слухи из легенды воочию, все-таки сбылась. Люди впервые после рассеивания темных туч спустя столько поколений смогли увидеть лучи солнца и красоту неба, а ведь дословно их государство имеет название страна восходящего солнца, и все это время чуть ли не половина населения жили без их главного, так сказать, атрибута, а то есть солнца. После Рю немного прояснил нам ситуацию об этом аномальном явлении. Магические облака, постоянно покрывающие их острова, появились здесь из-за влияния силы пятиглавого дракона, который был здесь запечатан. И Сёгун мечтал, чтобы люди, живущие здесь, смогли наконец-то избавиться от этих темных облаков и насладиться красотой чистого неба. А благодаря Астру, который своим финальным ударом смог прикончить монстра и рассеять его силу из окружающего пространства, Рюда исполнил свою мечту. Возможно, задумка с уничтожением дракона у Сёгуна зародилась еще с того момента, как только он получил силу Тенгенцу, ведь скорее всего болезнь, охватившая острова, была как раз именно из-за запечатанного здесь монстра. И тогда он боролся лишь с последствиями, но не с источником проблемы. Опять же, все это ему могло быть известно благодаря его глазу, и появился он тогда на побережье совершенно неспроста. Но разбирать данную информацию в этом ролике не будем, так как эта тема заслуживает отдельного видео. Далее Аста подошел к одному из поверженных паладинов и был шокирован тому, что перед ним лежал Хит Грайс, который по идее должен был уже лежать в объятиях матушки земли после нападения на деревню Соши в королевстве Клевер, но он почему-то был причастен к освобождению дракона. Как оказалось, это была та самая приобретенная сила антагониста, о которой говорила Лили. И хоть на данный момент она еще не достигла своего пика, но Люциус и, как сказал Рюда, Юлиус знают, что сейчас они могут воскресить людей уровня великого магического рыцаря. Это прям не глава, а какой-то сборник подтверждения наших теорий. Так как я уже делал видос о воскрешении матери Асты, а данные слова уже в который раз приближают нас к возможности воскрешения Личиты. Это как минимум был бы нехилый сюжетный поворот. К тому же Люциус наверняка уже знает, что Аста до сих пор жив, так как его связь с паладинами остается до сих пор, даже после того, как главный герой применил на монахине свой ЗТ. А значит, в теории он может и отслеживать их действия, так и еще не стоит забывать о том, что он может видеть будущее. И воскрешение Личиты дало бы ему еще одно психологическое оружие против Асты и Либи. И вдобавок само проклятие, либо особенность тела этой женщины, поглощение вражеской маны, также бы пригодилось в некоторых случаях. Но пока нам остается только ждать этого момента. Услышав ошеломляющую информацию о силе антагониста, Астер в который раз пытается узнать, нет ли какой возможности вернуться в королевство Клевер, так как ждать, пока злодей натворит еще более страшных вещей и станет еще сильнее, ему не очень-то и хотелось. Но к моему удивлению, Рю заявил, что сейчас черные быки как раз и ищут возможность прийти за главным героем. И сейчас ему остается только положиться на своих ребят и ждать их прибытия, а попутно он мог бы подготовиться к отбытию на родину и восстановить силы, на что Аста благополучно согласился. Эти слова Сёгуна в который раз заставляют нас задуматься о пределах его силы Тенгенцу, ибо то он прочитал прошлое ГГ, то говорит, что видит явление в настоящем времени, то уже и в будущее заглядывает. Знаете, силу хоть он и раскрыл, но вот вопросов к нему только прибавляется. Ну а пока к концу света остается 3 дня, Рю решил закатать огромный пир в честь свержения пятиглавого дракона и восхвалению их нового героя
Асты. На удивление, жители островов были очень веселые и радостные, даже несмотря на то, что почти весь город был уничтожен. Ведь жертв среди народа не было благодаря Рю. А к тому же народ получит хорошую компенсацию, ведь шкура легендарного монстра стоила огромных денег. Микурия даже собирался приготовить из его мяса какие-то деликатесы, говоря, что при правильном приготовлении мясо пригодно к употреблению. Но зная, каких бед он принес, вплоть до того, что от его силы, хоть он и был запечатан, люди погибали словно от чумы, я бы не стал есть эти блюда. Но кто я такой, чтобы об этом говорить, если в реальном мире люди готовят ядовитую рыбу фугу? Пока все пьют и веселятся, между Ичикой и Рю завязался интересный разговор. Одна из последних выживших потомков клана Ями осознала, что Рю все это время знал правду, но при этом он никак не говорил ей, что было на самом деле. Хотя и вправду он мог бы это сделать, и сестра Ями не стала бы жить все это время с ненавистью к своему брату. Кстати, да, теперь Ичика не называет Цукихира мудаком, ублюдком и всем прочим, каким она считала его раньше. Теперь он наконец стал для нее снова старшим братом, ведь она осознала, что тот, кто истребил весь клан, была именно она. Однако Рюда на все эти вопросы не давал абсолютно никакой конкретики, говоря лишь, что у каждого была своя история, так и у Ями есть своя, намекая на то, что мы еще увидим раскрытие подробностей того происшествия и узнаем, кто на самом деле захватил тело Ичики и как в теле Цукихира оказалось сердце дьявола. На эту тему у меня было даже несколько видосов, так что кто еще не смотрел их, сейчас как раз появилась возможность ознакомиться с ними, дабы в будущем у вас было понимание происходящего. И я даже, наверное, для удобства помещу их в закрепленные комментарии, чтобы вам было легче их обнаружить. Банкет был в самом разгаре. Астер впервые попробовал саке, и ему понравился полученный от него эффект. Теперь главное, чтобы он не ушел в запой от очередной выходки Люция. Ичика была на разливе и заодно извинилась перед ГГ за то, что наговорила плохого в сторону Ями. Аста был рад это слышать, но под градусом необдуманно взболтнул, чтобы она усвоила этот урок, отчего Ичика тут же покинула его компанию. Показали вновь куклу Очамию и рассказали, что она была построена в честь бога еды, которая давным-давно спасла народ страны Хина от голода, и благодаря ей сейчас они могут кушать такую вкусную еду. Тут-то наши подозрения о схожести куклы с Чарми, видимо, оправдываются. И это либо сама коротышка Дворф, либо же это ее предки. Хотя, скорее всего, это именно Чарми Паппетсон, поскольку это именно она так сильно озабочена едой, и не думаю, что все Дворфы также озабочены этим вопросом. А если это произошло давно, хоть и не говорится в каких пределах, но на миниатюре видно, что семерки там нет, значит можно предположить, что Чарми у нас долгожитель. И тогда подтверждается связь и уровень с эльфами, ведь они также долгожители. Опять же, это вероятно намек на новую страну, где будут проживать дворфы, ролик о котором я также делал в формате шортса. Показали лицо Джоски, который, выпивая, считал себя недостойным данного банкета из-за своей оплошности. Мушуга выискивал себе девицу в Клеверном королевстве, да посильнее, чтобы она была с магией типа огня. И как раз у нас есть такая, и ему-то она преподаст жару, как в прямом, так и в переносном смысле. С ней ему даже магия металла не поможет, так как эта девица настолько горяча, что принимала ванну в озере лавы. Я бы даже посмотрел на их отношения в деле, если вы понимаете, о чем я говорю. К концу гулянки Асте стало плохо, и Дайземон забрал его освежиться в горячие источники. Сам он пошел за своим полотенцем, а лысые булочки отправил вперед. И пока малыш чилил в водичке, не зная, что сейчас время купания девушек, о чем Дайземон благополучно забыл, Астерикс наткнулся на Ичику во всем ее обмундировании. И, кстати, цензура в этот раз, видимо, прошла стороной, ибо в манге почему-то некоторые моменты были на удивление детализированы, не то что в прошлые разы. От такой картины маслом Аста тут же протрезвел, думая, что все, он труп. И пока Ичика не осознавала всю неловкость ситуации, парнишка тут же дал дёру. Что сказать, джентльмен, не иначе. На утро он извинился перед ней за вчерашнее. Ичика, естественно, не в восторге, но в целом все замялось. Вся семерка была в сборе, и так как отбытию Асты осталось совсем немного, главному герою предложили еще немного с ними потренироваться, отчего Аста, конечно же, не стал отказываться. Ну и после такого красочного веселого пиршества, мирного и спокойного денька, последним фреймом на черном фоне было написано: «Судный день настанет через 3 дня». Что ж, видимо, будет жутко интересно. Глава прям порадовала, праздник показали в интересном тоне, подали кучу информации и сделали затравку на будущую территорию. Видимо, дуга страны Хина подошла к своему концу, но напоминаю, арка еще продолжается, ведь еще столько всего недосказано. Добавилась история с Ями, намекнули на дворфов, и вишенкой на торте конец света. Ну что, с нетерпением будем ожидать следующих глав.
А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.